Я живу в Чехии уже 6 лет. И переехала я сюда со словами «А почему бы нет?». Вы знаете, я не отношусь к тем людям, которые всю жизнь хотели жить в Европе. Я не отношусь к тем людям, которые всю жизнь хотели жить в Америке, да и до сих пор придерживаюсь того мнения, что я не хотела бы даже посещать Америку. Возможно, ради чисто интереса, но она меня абсолютно никак не привлекает. И суть в том, что на 4 курсе обучения в бакалавре мы как-то так вот с подругой заговорились о том, а почему бы нам не поехать в Европу в магистратуру. И, скорее всего, нам эта мысль пришла тогда, когда нам предложили Erasmus, платную программу. Ты полгода вроде как учишься в Европе, если ты, соответственно, знаешь этот язык, там, не знаю, испанский, английский, чешский, ну, неважно. И возвращаешься потом обратно. И получаешь как бы 2 диплома. И мне кажется, сейчас, на самом деле, говоря это вам, я записываю все без сценария, поэтому это действительно пришло мне прямо сейчас в голову. Мне кажется, что именно эта мысль о том, что это платно и всего лишь на полгода, нас натолкнула на то, чтобы мы собрались с мыслями, прошарили весь интернет и поняли, где мы хотели бы попробовать получить магистратуру. И именно тогда, спустя, не знаю, может, пару дней после того, как нам объявили про Erasmus, мы решили, что мы переезжаем в Чехию. Но, ребята, это было за полгода до того, как, по идее, должна была начаться магистратура. То есть у нас было, с моей подругой я переезжала, у нас было всего лишь полгода на то, чтобы предпринять какие-то действия. Если вы спросите меня, почему я решила переехать, я не отвечу на этот вопрос. Я переехала действительно со словами «Why not?», погнали, похер. Меня, по большому счету, ничего не держало в Москве. Возможно, всему этому причина того, что я в своей жизни переезжала больше 20 раз. И, наверное, Москва для меня не была никогда домом, Астрахань для меня не была домом, я там родилась. И у меня особо нет друзей, я интроверт. А интровертам, мне кажется, всегда переезжать проще, потому что у них меньше каких-то, знаете, зацепок с местом. То есть, если экстраверт обрастает знакомствами, друзьями, какими-то любимыми местами, то экстраверт, скорее всего, обзаведется парочкой ресторанов и, возможно, одним другом. И моим другом тогда была в университете Айнас. И сейчас попробую в 2 словах рассказать вам, что происходило и почему мы решили переехать. Действительно, в причинах переезда я очень сильно сомневаюсь. Но я точно могу сказать, что меня ничего не держало. И если вас ничего не держит, попробуйте. Просто попробуйте пожить в другой стране. Не обязательно переезжать навсегда. Вы всегда можете вернуться. У вас всегда есть путь обратно. Но тот опыт, который вы получите при переезде, те знания, те впечатления, те эмоции, они бесценны, действительно, потому что это очень сильно расширяет ваш кругозор, ваше мировоззрение. И, возможно, после этого вы уже не вернетесь к своим прежним привычкам, к своим прежним друзьям, как бы это грустно ни звучало. При полном переезде, как это случилось у нас, конечно, вы потеряете 90% своих друзей. И если вы такой же интроверт, как и я, то в этом нет ничего страшного. Потому что по факту ваш один-единственный добрый друг останется с вами. Но все-таки страшно ли это переезжать? Я бы сказала, что чем вы моложе, тем это менее страшно. Чем вы становитесь старше, тем, конечно, это будет страшнее для вас, потому что это все новое, это начинается с нуля, это новые знакомства, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И для головы в целом, наверное, это тяжело. Но если вдруг ты решишь переехать, невзирая ни на что, невзирая на свои страхи, то ты будешь себе безумно благодарен. Как, например, я себе сейчас. Когда ты живешь в одной стране и находишься среди одного окружения, твои взгляды, они в целом становятся какими-то узкими. Ты не можешь смотреть на ситуацию с разных сторон, потому что ты живешь в одном и том же менталитете. Когда ты меняешь свой менталитет, ты явно меняешь свое сознание, свое мышление. И это по жизни очень сильно помогает в коммуникации с людьми,
выстраивание отношений с самим собой. Это в целом очень круто. Я не то чтобы призываю всех переезжать, но пожить хотя бы полгодика в другой стране, это было бы действительно крутым экспириенсом для тебя самого. Знаете, я переезжала в Чехию весьма глупо. У меня было всего лишь 100 тысяч рублей, у меня не было работы, у меня не было никакой информации по квартире, у меня не было знакомых. Я переезжала со своей подругой, но у нее тоже всего этого не было. И мы когда приехали, вы знаете, ты настолько начинаешь по-другому думать, что из-за таких обстоятельств ты начинаешь как можно быстрее искать работу, обустраиваться, пытаться найти квартиру. У тебя все в ограниченные сроки, у тебя горит жопа, но при всем при этом ты начинаешь действовать. И эти твои действия помогают тебе, по большому счету, расти как личности. И это очень круто. Я на самом деле, когда переезжала, я думала, что сейчас мы приедем туда-сюда. С языком были опасения, потому что все равно уровень языка был не такой. Тебя очень сильно калашматит всегда из-за того, что ты боишься потерять свои документы. И именно в Чехии я, как бы это грустно ни звучало, именно в Чехии я поняла, что бедные таджики, узбеки, я не знаю, казахи, кыргызы, кому там нужна виза в России, которым нужна миграционная вот эта вот полиция, мне реально их жалко, и я реально их поняла, находясь здесь. Потому что здесь я себя ощутила таджиком, который должен ходить все время в миграционную полицию, который должен все время переживать за свои документы, чтобы у него была страховка, прописка, не дай бог, там день просрочки. И я поняла, насколько эти люди молодцы, насколько они не побоялись приехать в другую страну на заработки, насколько они не боятся всех этих трудностей. Это кажется так, ой, там, приехала, херня. Но это ж такая же миграция, как если мы переезжаем из России в Европу, из России, там, не знаю, в Америку. Неважно, куда угодно переезжаем, на острова и так далее. Это все та же самая миграция. Просто когда ты не был ни разу на месте того человека, ты думаешь, блин, приехал, да. Хотя по факту, да, здесь, в Европе, ты себя ощущаешь тем самым таджиком, над которым, Господи, прости, да простят мне каждые граждане, ты смеялся в своем детстве, в подростковом возрасте, который приезжает на стройку. Я работала на складе полгода, и не из лучших времен, не по своей собственной воле. И у них, я думаю, примерно такая же проблема, потому что их, скорее всего, не берут в другие места. Возможно, кто-то там пробивается, еще что-то, но изначально, когда только приезжаешь, на тебя смотрят как бы немножко так сверху, и ты идешь работать туда, куда тебя берут. Плюс ты не знаешь язык. И понятное дело, что ты пойдешь туда, где язык не нужен. А это то место, где, скорее всего, работают такие же, как и ты. Жалею ли я, что переехала? Не жалею, вообще ни разу. И я не скучаю. Я думала, что я буду скучать. Честно, мой изначальный план был приехать на 2 года в Европу, получить образование и уехать отсюда. Но потом ты понимаешь, что... А зачем? Ты общаешься со своими друзьями, родственниками, бывшими коллегами и понимаешь, что нет, я не хочу ехать обратно. Я не хочу никого оскорбить, я не хочу сказать, что вот такая я вот звездатая там, что переехала, и у меня так все в своей голове хорошо встало по местам. Нет, очень много тревог, очень много переживаний, нехватка денег, трудностей. И, возможно, в России мне было бы даже проще, но, несмотря на все трудности, я все равно выберу жить в Европе, потому что здесь комфорт, свобода слова, и ты можешь начинать мыслить немножко по-другому. Вы можете спокойно сами попробовать пожить где-то в другом месте, потому что это же никак не повлияет в рамках всей вашей жизни пожить 2-3 месяца в другой стране. Камон, это никак не повлияет. Но это может открыть для вас что-то новое. Вы можете узнать себя лучше.
вы можете увидеть новые границы, вы, скорее всего, для себя откроете что-то новое и, возможно, поймете, чем вы хотите заниматься в этой жизни. Потому что, как говорится, если не выходить из своей зоны комфорта, я не говорю про жесткую выход из зоны комфорта, да, в таких в рамках, в допустимых. Если не выходить из зоны комфорта, то, скорее всего, ничего в вашей жизни не поменяется. Потому что вы будете продолжать ходить на ту же самую работу, заниматься теми же самыми делами, окружать себя теми же самыми людьми. Я не говорю о том, что в эмиграции у вас будут всегда разные люди. Нет, конечно. Но здесь вы так или иначе будете контактировать с людьми, говорящими на разных языках, занимающимися разными делами, приехавшими из разных стран. И я не топлю за переезд, но я топлю за расширение своего сознания, своих границ. Наверное, как-то так. Вернись я на 6 лет назад. Блин, ребята, сделала такой огромный путь. Вот правда. Это такой большой путь, когда ты оглядываешься назад и понимаешь, что ты снимал квартиру за 4000 крон, а сейчас ты снимаешь квартиру за 22 тысячи крон. И уже не с подругой, а сам. И ты понимаешь, что те твои страхи, которые были в начале, о том, что вот, а как, а что, а куда, а сюда, они решаемы. Все в этой жизни решаемо. Я считаю, что не существует безвыходных ситуаций. Скорее всего. Интересно. Нужно поразмышлять о том, что было бы, если бы я осталась в России.